Бальный зал отеля «Орион Гранд» в Торонто замер. Лора Беннет, сидя в инвалидной коляске, наблюдала, как ее муж Александр с сияющей улыбкой обнимал беременную женщину, стоящую рядом с ним на сцене. «Позвольте представить Клару Дейн», — произнес Александр. «Не только нового креативного директора компании BDC Group, но и женщину, с которой я собираюсь построить свое будущее. Она — мать моего будущего ребенка». Зал наполнился вспышками камер и сдержанными аплодисментами. Александр посмотрел на Лору, свою жену с 12-летним стажем, с которой он прожил в браке лучшие годы своей жизни, как все тогда думали. Его взгляд был тяжелым. Ни любви, ни раскаяния, только смесь жалости и холодного превосходства. Когда в глазах Лоры выступили слезы, она вдруг улыбнулась. Не иронично, не горько, а спокойно, уверенно, как человек, который знает, что правда на его стороне. Ее взгляд задержался на Александре, и в нем была та самая сила, которую он пытался подавить годами. Эта улыбка, наполненная внутренним знанием и решимостью, была как удар по фасаду, который он так долго строил. Александра охватила странная дрожь, как будто в эту секунду он впервые по-настоящему испугался. 3 года назад Лора и Александр были архитектурной элитой Канады. Их дом, стоящий на утесе с видом на озеро Онтарио, был отражением их амбиций. Он — харизматичный руководитель, привлекающий инвесторов. Она — гений архитектуры, внедряющая инновационные решения в каждый проект. Авария на объекте Ривер-Холл изменила все. Временная платформа на 14-м этаже рухнула во время проверки. Лора получила тяжелую травму позвоночника. После операции и длительной реабилитации она могла лишь немного передвигаться с тростью, но оставалась зависимой от инвалидного кресла. Александр проявил себя заботливым мужем на публике. Он говорил трогательные речи, жертвовал деньги в фонды инвалидности и превратил их дом в образец инклюзивного дизайна. За кулисами избегал разговоров, ужинал в одиночестве, принимал решения без Лоры. Однажды вечером Лора получила анонимное сообщение с прикрепленной фотографией. На ней Александр выходил из частной клиники с беременной женщиной. Его рука лежала на ее животе. Подпись под фото: «Ты заслуживаешь знать правду». Именно с этого момента Лора начала действовать. Она установила скрытую камеру в его кабинете, наняла частного детектива и начала планомерно собирать доказательства. Выяснилось, что Александр вел двойную жизнь. Он переводил деньги на офшорные счета, финансировал роскошную квартиру для Клары, оплачивал ей медицинские услуги и ювелирные украшения. Все это из средств их благотворительного фонда. Более того, Лора выяснила, что ее лекарства были изменены. Ее новый врач, доктор Сара Уинтерс, после анализов обнаружила, что препараты, которые Александр ей давал, вызывали спутанность сознания, вялость и ухудшали восстановление. Несколько флаконов содержали дозировки, превышающие допустимые. Лора медленно прекратила прием этих лекарств. С помощью своего физиотерапевта, Мишель Тран, она незаметно начала восстановление. Она научилась снова стоять, затем делать шаги с тростью. Параллельно она собирала все доказательства: сканы документов, выписки, видеозаписи. Кульминацией должен был стать благотворительный ужин, тот самый, на котором Александр планировал объявить о новом партнерстве. Он хотел сделать это у них дома, под предлогом, что Лоре так будет легче присутствовать. В день ужина Лора оделась в вечернее платье, которое Александр когда-то называл ее самым красивым. Она выглядела сдержанно, но собранно. К моменту, когда гости заполнили их современный особняк, она уже знала — сегодня все изменится.
Когда Александр поднялся на сцену, представив Клару как мать своего ребенка и креативного директора, Лора медленно подъехала ближе. В зале повисла тишина. Она взяла микрофон. «Я рада, что Александр и Клара ожидают ребенка. Это прекрасно», — начала она. «Но я также рада сообщить, что в течение последних 2 месяцев я отказалась от лекарств, которые мне тайно увеличивали дозу, и восстановила ясность мышления». На экране за сценой внезапно появились медицинские записи, затем финансовые выписки, фотографии пентхауса, видео со строительной площадки, где Александр утром осматривал платформу, а затем передавал деньги прорабу. «Вы не просто изменяли, Александр», — сказала Лора. «Вы саботировали мое выздоровление. Вы крали у нашего фонда. Вы знали, что платформа, на которую я поднялась, была небезопасной. И все же ничего не сделали». Гости замерли. Александр сделал шаг к Лоре, но она поднялась. Аплодисменты начались с одной стороны, а затем заполнили весь зал. Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся среди гостей, задержали Александра по подозрению в мошенничестве и хищениях. Год спустя Лора возглавила новую компанию NB Design Group. Первый проект — Центр «Феникс», специализированный комплекс для реабилитации. Средства на него частично поступили из возвращенных активов BDC Group. Она снова проектировала. Ее история стала символом возрождения. Когда ее спросили, считает ли она произошедшее актом мести, она ответила: «Это не месть, это правда». С этого момента NB Design Group переживала стремительное развитие. Лора, ставшая лицом устойчивого и доступного дизайна, начала сотрудничество с ведущими университетами и образовательными учреждениями по всей стране. Она организовала серию семинаров по этическому строительству и архитектуре инклюзии, где ее слушали стоя, в прямом и переносном смысле. В центре «Феникс» Лора открыла экспериментальный отдел, в котором вместе с пациентами, прошедшими тяжелую травму, архитекторы разрабатывали прототипы мебели, пространства и технологий для жизни с ограниченной подвижностью. Многие идеи позже стали промышленным стандартом. Но неожиданно в начале зимы Лора получила письмо. От руки. Почерк Александра. «Мне жаль. Все, что я сделал, началось из страха. Страха потерять себя. Страха твоей силы. Страха, что без контроля я исчезну». Лора прочла письмо несколько раз. Оно не содержало просьбы о прощении. Лишь признание. И боль. Она не ответила. Впервые за долгое время она не чувствовала ничего по отношению к нему. Ни гнева, ни сострадания. Только равнодушие. Весной NB Design выиграла международный тендер на разработку инклюзивной городской инфраструктуры в Барселоне. Для Лоры это был символ, признание ее нового начала на мировой арене. Но вместо того, чтобы принять почести в одиночку, она настояла на том, чтобы ее команда, молодые архитекторы, в том числе с инвалидностью, выступали вместе с ней. Это был ее способ не только делиться светом, но и усиливать других. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.